Сергей, добрый день. Сегодня, конечно, не самый интересный день. Ну, знаете, чем богаты, тем и рады, что называется. На самом деле, за меня кое-что было веселого. А можете поделиться, что... Ну, вы знаете, честно говоря, я понимаю, что вот такое дотошное чтение документов, оно вызывает некое сонливое состояние и тяжелая работа для всех слушающих. Но на самом деле, обратите внимание, с какой дотошностью адвокаты прочитали все документы и показали, что вот в дело вшито, ну, грубо говоря, все, что найдено было, да, то и вшивали. А иногда найдено там в обысках по другим уголовным делам, подшивается к этому делу и используется как доказательство. Или используются документы, зачитываются, ну, предъявлялись как доказательства со стороны обвинения, переводы, там незаверенные копии, незаверенные переводы. Ну, то есть, в общем, такой вот, не знаю, там, в любом там, нормальной системе правосудия это фальсификация доказательств. Да? В общем, здесь как-то вот, причем, ну, я даже не знаю, вот говорить это не профессионализм, я вот так сидел со стороны, смотрел на прокуроров, по-моему, самим было любопытно, как это все там могло оказаться. То есть они действительно так вот сидели и документ за документом проверяли, а правда ли там нет подписи, а правда ли там нет штампика. И у них было такое изумление на лицах, как все такое туда могло попасть. В общем, конечно, все грустно, да, когда веселье, то это, в общем, лишний раз говорит о том, что такой уровень профессионализма в этом деле, он, наверное, играет не самую важную роль. Вчера защита приглашала в суд господина Делягина, и суд отказался его слушать как специалиста. Прокуроры даже усомнились в его компетентности. И буквально недавно Наталью Лукашенко тоже суд не захотел слушать. Как вы считаете, вот эта тенденция, что специалистов не слушают, не хотят слушать экспертное мнение в этом суде, о чем свидетельствует? Ну, мне кажется, что это подтверждение того, что я сказал буквально минуты раньше, что уровень профессионализма или уровень экспертизы, он не играет, ну, наверное, никакой роли. Я бы еще, знаете, что так обратил внимание, не знаю, может быть, это вы подглядели тоже. Я когда давно не смотрел, да, вот у судьи Данилкина там сильно затравленный вид. Да, вот он сидит, и видно, что вот ему вот... Да, и раньше ему было там временами скучно, да, вот человек на лице же много эмоций написано. А сейчас видно, что его загоняют в угол. То есть вот процесс так движется там с той или иной скоростью, но он движется к завершению. Да, и у человека абсолютно затравленный вид, потому что он должен вот на основании всего вот этого, да, сделать какой-то результат. Да, и понятно, что там отказ в приглашении свидетелей – это не его личное решение, это не решение суда. И, там, я думаю, что это даже там, вряд ли можно сказать, там, решение Генпрокуратуры. Да? Ну, политический процесс, он и есть такой, да? Каким вы его хотите видеть? Вот то, что мы сейчас наблюдаем в суде, по-моему, это приобретает все хамство прокуроров и поведение суда такое не совсем корректное, приобретает все больший масштаб. По-вашему, это... Ну, нет, сегодня не было такого откровенного хамства, да, сознайтесь честно, да. То есть, ну, сегодня как-то корректно себя все вели, с улыбочками даже, как доброжелательно. Ну, вот в последнее время... Ну, нет, да, хорошо, да. По-вашему, это уже свидетельствует о том, что решение принято? Нет, вы знаете, я думаю, что решение не принято, и вокруг этого идет, ну, там, напряженная работа мысли, что называется, да. Ведь если бы решение было принято, ну, в общем, суд можно было достаточно быстро там ускорить и завершить там, вот, там, не знаю, там, ну, скажем, за месяц, за полтора, да. Ведь вот я пообщался с адвокатами, они говорят, что в ходе процесса там были моменты, когда вот суд начинал гнать, да, то есть было видно, что есть желание идти быстро. Потом это желание прекращалось, и суд мог идти там с другой, с какой-то скоростью, с более медленной, да. Поэтому вот если бы решение уже было, то, наверное, ни у кого бы не было желания выставлять это лишний раз на посмешище, да. То есть если решение, огласите его и разбирайтесь с ним дальше. Спасибо. Спасибо. До встречи.